Всем привет! Вы попали на канал Living the Dream. А это я, автор канала Денис Левин. Мой шок просто в шоке вообще. Давай сюда чуть-чуть. Я спокоен. Конечно, тебе же не петь. Я чуть не погиб. В этом выпуске мы расскажем вам, за что мы любим полуостров Истрия. Это на северо-западе Хорватии. Наше чисто субъективное мнение. Хорватию мы любим прежде всего за красоту природы. Тут очень много зелени, очень красиво. Причем даже старые полуразвалившиеся домики выглядят так, будто их нарисовал художник венецианской эпохи. Ну а про красоту природы я вообще молчу. Мне очень нравятся вот эти городочки небольшие. Когда я первый раз оказался в Хорватии, я сразу влюбился в эту страну. Во-первых, я в принципе очень люблю Европу, а тут она особенно как будто усилена. Они умудрились сохранить старые города в неизменном виде. Вот эта архитектура европейская, крыши черепичные, то, что нас всегда привлекает на картинках, оно здесь усилено в 100 крат. Мне это очень нравится. Ах да, совсем забыл сказать про важный момент. Путешествовать надо в хорошей компании. Пришло время представить вам мою семью. Это Мира, наша младшая дочка. Мы любим Хорватию, потому что везде есть чайки, потому что они летят с моря. Потому что тут очень хорошие кафешки и леса. Какой тебе больше всех понравился? Этот? А это моя любимая жена Катя. Не обращайте внимания, она в предвкушении вкусного обеда. Еще одна причина, по которой мы любим Хорватию, это то, что здесь очень вкусно. Мясо они умеют готовить превосходно. Обязательно попробуйте лигни на жару. Это кальмары гриль. Хорватию мы очень любим, это правда. Тут очень вкусно. А когда-то здесь было дешево, когда тут ходила хорватская куна, сейчас тут евро, поэтому не так выгодно. При этом отношение к людям осталось очень добрым. Проявляется это во всем. Например, вчера я попросил чай в кафе, мне нужно было просто пакетики чая. И они дали мне их бесплатно, хотя я хотел заплатить. Они говорят, не-не-не, забирай бесплатно. В первый же день мы обошли все наши любимые пекарни и кафешки. Наверное, вы заметили, что за нами ходит еще какая-то милая девочка. Ее пока представлять не буду. Посмотрите выпуск про Италию, в котором будет очень много интересного о ней. Оставлю интригу за кадром, так сказать. Целиком в рот. Мы очень любим покушать. Это залог хорошего настроения в нашей семье. Да и в целом это самый надежный помощник в путешествиях с детьми. Высокий сезон, здесь стоят самые дорогие яхты, самые элитные и самые современные. Но сейчас вообще ни одной яхты. Причем мы видели, как из этих ресторанчиков обслуживали яхты, которые были пришвартованы напротив. Прямо официант переходил дорогу и на подносе заносил еду на яхту. А на яхте люди сидели за столиком и кушали. Ну, связано это было с тем, что ресторан был переполнен. И, наверное, людям было более комфортно кушать на своей яхте. Мы обожаем чистоту в Хорватии, потому что тут не мусорят. Несмотря на то, что мусорки в большинстве своем платные, но люди следят за чистотой, и сами хорваты очень любят свою страну и следят за тем, чтобы газончики были красиво подстрижены, за тем, чтобы все тут было ухожено. Мы это очень любим. Дело в том, что найти бесплатную мусорку в Хорватии очень сложно. Мы выбросили мусор, и за это не нужно платить. Что нужно заплатить, чтобы выбросить мусор, это звучит странно, но не для европейцев.
В Европе это в порядке вещей. Дело в том, что от нашего дома отвозят мусор раз в неделю. И, честно говоря, мне не нравится, когда он всю неделю лежит на солнце. Он издает запах и все прочее. Поэтому приходится вот так выкручиваться, находить какие-то места, куда можно распихать свои мешки. Поэтому рекомендую складывать мусор в небольшие пакеты. Их гораздо легче куда-нибудь подкинуть, подбросить. Что ты тут делаешь? И итальянские бутылки нужно ставить в Италии. Так, это Хорватия. А это вдруг Хорватия. Бутылки итальянские. Бутылки мы сдаем только потому, что их некуда выбрасывать. Довольная? Как распорядишься? Ну, на гель даже не хватило. Когда будете идти по главной туристической улице, увидите вот такой проход. 10 лет я езжу в Хорватию и ни разу не поднимался на крышу, где расположен этот ресторанчик. Так хочется посмотреть, что там. Мы еще не на крыше. Тихо, ведите нас у себя. Пока нас не выгнали отсюда. Мы поднимаемся все выше и выше. Смотрите, как интересно тут расположены столики. Мы проходим совсем по узкой лестнице. Тут даже невозможно разойтись. Вау! Вау! Какой там вид на Порич, неужели? Да, тут крыши. О, Данюлечка. Я обожаю открывать новые места. Особенно это непривычно делать в тех странах или в тех городах, где ты был уже много-много раз. И все равно находишь для себя что-то новое. Как, например, вот этот ресторанчик на крыше. Он еще закрыт, мы пришли раньше времени. И отсюда потрясающий вид открывается на Старый Порич. Заодно проверка на трезвость. Можно ли вам сесть за руль? Если смогли спуститься по этой лестнице, то можно. Не смогли, то лучше не садиться за руль. Вот тут какая-то историческая часть, судя по всему, осталась без изменений. Красиво все очень. Петеркутна-Куля. Мы любим Хорватию, потому что у нас там велосипеды. И еще, когда я сплю, я покупаю шоколадное молоко. Да, придется. Нет, солнышко, это Новиград. Но Венеция, правда, очень похожа на все эти городочки, потому что раньше это была Венецианская империя. Хорошо, что Мира в свои 5 лет все еще помещается в велокресло. Ну, как помещается? Слышали, как оно скрипит? Недалеко от Порича находится еще один интересный город на побережье – Новиград. В этот раз мы отправились туда на велосипедах. Чем привлекателен Новиград? Ну, во-первых, это город мастеров. Гуляя по улицам старого города, вы обязательно наткнетесь на одну из мастерских, в которой будут продавать свои работы сами мастера, от живописи до подделок и сувениров. Во-вторых, в Новиграде часто проводятся музыкальные и творческие фестивали. И вообще я рекомендую отслеживать события в Истрии на специальном сайте, который я оставлю в описании. Там вы обязательно найдете интересный ивент. Возможно, это будет рыбный фестиваль или фестиваль джаза, а может быть фестиваль арбузов. О, это было вообще незабываемо. Жаль, у меня нет видео с того соревнования, на котором старшая дочка на скорость поедала арбуз. Обогнать местных хорватов в этом деле просто невозможно. Зато арбузов мы наелись от души. Ну и в-третьих, сам Новиград очень красив. Даже эта потертая штукатурка на домах выглядит аккуратно, как будто ее специально так состарили. В Хорватии есть море и вместо песка камни. Лично для меня Хорватия – это место умиротворения и спокойствия. Именно здесь я ловлю ощущение настоящего момента. Может быть, именно поэтому мы сюда возвращаемся снова и снова. Кому-то Хорватия может показаться скучной. Да, здесь мало клубов. Это я не про яхт-клубы, конечно. Здесь их достаточно.
Вау, здесь такая красота. Мама, классно! Вот это классно! Хорваты ценят семейные традиции, не стремятся заработать как можно больше денег. Мне кажется, что в целом хорваты довольны своей жизнью, любят свою страну, и эта любовь передается туристам. Давай, поднажми. Молодец. Хотелось бы подробнее рассказать о каждом городе на Истрии, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Обязательно посмотрите отдельный выпуск про Мотовун, мой самый любимый город, если не считать Ровеня. Ой, ну или Варсара. Еще же есть Умаг. Надеюсь, что мы вернемся сюда еще не раз. За эту поездку мы не успели, конечно, показать все красоты Хорватии. И я вовсе не претендую на какой-то объективный обзор. Нет, тут гораздо больше интересных городов, и Ровень, и вообще речь идет только про Истрию. Я не говорю про всю Хорватию. Мы говорим только про Истрию.